Друзья мои, мы начинаем гастроли парада обреченных. Усаживайтесь поудобнее. Граф Тибо гарантирует. Такого уровня безумия вы еще не видели. Вперед в бездну! Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше в лабиринты дворцовых интриг, давайте познакомимся с тем, кто станет, а вот кем он станет в этой истории, героем-любовником или палачом, решать, конечно же, вам. Итак, давным-давно в Англии, в туманном графстве Кент, жила-была одна очень приличная и уважаемая семья – Калпеперы. Это был не просто зажиточный дом, а настоящий оплот старой английской знати, так называемая джентри. Отец, сэр Джон Калпепер, был образцом приличного землевладельца. Судил крестьян, обсуждал с соседями цену на шерсть и свято верил, что главное в жизни – это земля, наследник и хороший эль. Мать, леди Калпепер, занималась тем, что поддерживала приличность, вышивала гербы, принимала гостей и мечтала о выгодных партиях для своих отпрысков. Семья не была баснословно богата, как короли, но была очень уважаемая. У них было то самое главное богатство старой Англии – земля, влияние и фамильный герб, на который можно было смотреть с умным видом. И вот, как у каждой уважающей себя семьи, случилось у них пополнение. Родился сын, и назвали его Томас. Все были счастливы. Наследник есть, дело продолжит. В общем, все прекрасно. Но история, как и природа, терпеть не может пустоты. А потому, через некоторое время семья снова ликует. Рождается еще один сын. Как же его назвать? Наверное, недолго думали родители. Видимо, первый Томас показался им настолько удачной моделью, что они решили не рисковать с новым именем. Вот так в усадьбе Калпеперов появился второй Томас. Да-да, вы не ослышались. 2 Томаса под одной крышей. Можно только догадываться, какой творческий хаос царил в их доме. Наверное, их различали, как водится, по старшинству и проказам. Томас старший – наследник, и Томас младший – это который вечно во что-то ввязывался. И вот тут настает момент истины. Нас с вами интересует не Томас номер 1, образцовый и предсказуемый, как фамильный герб. Нет, нас интересует Томас номер 2. Тот самый второй сын, для которого в спокойной жизни английского сквайра не было приготовлено ничего, кроме скромной доли и тихой судьбы в тени старшего брата. Тот, кому судьба приготовила роль статиста в пьесе под названием «Жизнь почтенного рода». Томас Калпепер-младший. Мальчик без очевидного будущего. Но, как известно, самые интересные истории начинаются именно с таких персонажей. Когда у тебя в кармане лишь горсть монет, но за пазухой ветер авантюр, а в голове мысли, которым тесно в границах родного Кента. Именно с него, с этого второго Томаса, мы начнем нашу историю. Историю о том, как младший сын, которого назвали еще одним Томасом, решил переписать свою роль со слова «скромный» на слово «легендарный». Итак, друзья мои, прежде чем мы отправимся дальше в тернистый путь нашего героя, давайте присмотримся к нему повнимательнее. Каким же был этот Томас номер 2? Природа, видимо, решила компенсировать семейную путаницу с именами, одарив младшего Томаса с лихвой. Он вырос невероятно красивым. И это не наши домыслы, это вердикт эпохи. Современники, а это строгие судьи, в один голос писали: молодец видный, статен, лицом очень пригож. А что же скрывалось за этим эффектным фасадом? Умственные способности, как сказать, великим философом, томящимся над трактатами, он точно не был. Его ум был быстрым, острым, но поверхностным. Зато он прекрасно пел, виртуозно танцевал и был той самой магнетической душой компании, рядом с которой не бывает скучно. Амбициозный
Еще как! Дерзкий, само собой. Женщины его обожали, без вопросов. Но, друзья мои, в нашу пасторальную историю о красивом юноше, поющем под лютню, врывается одно жирное и очень опасное «но». Если вы представили себе утонченного эльфа, который только и делает, что любуется своим отражением, забудьте. Томас Калпепер обладал по-настоящему бешеным нравом. Живя в родительском доме, он прославился не только своими умениями танцевать, но и неумением держать себя в руках. Драки, скандалы и полное отсутствие тормозов – вот что шло в комплекте с его ослепительной внешностью. Родители Томаса были людьми умными и понимали, если оставить этого агрессивного красавца дома, он либо попадет на виселицу, либо опозорит род. Ситуация была патовой. Он – второй сын. Наследство забронировано за старшим братом. Значит, Томасу номер 2 нужно пробивать дорогу самому. Но с таким характером пробивать дорогу он начал бы кулаками, а не головой. И тогда семья принимает блестящее решение – отправить его в Кале. Это была своего рода почетная ссылка. С одной стороны, подальше от Лондона и домашних соблазнов, с другой – это великолепная возможность начать карьеру в доме самого губернатора Артура Плантагенета. Родители надеялись, что суровая дисциплина Кале и авторитет лорда Лайта приструнят буйного юношу и научат его направлять энергию в нужное русло. По сути, его отправили на перевоспитание в самую престижную школу того времени. Представьте, 1535 год, соленый ветер Ла-Манша и наш Томас Калпепер. Молодой, дерзкий, с кулаками, которые так и чешутся, и голосом, который плавит дамские сердца. Он поступает на службу к Артуру Плантагенету, виконту Лайлу. Кто такой босс? На минуточку, это внебрачный сын самого короля Эдуарда IV, то есть Плантагенет. Это королевская кровь, пусть и с юридической пометкой. Итак, Томас становится джентльменом-слугой. А в те времена это не лакей с подносом, а нечто среднее между личным секретарем и доверенным офицером. Он должен быть безупречно одет, уметь вести светскую беседу и представлять интересы босса на самом высоком уровне. Казалось бы, сиди тихо, делай карьеру, учись у Плантагенета. Но Томас не был бы Калпепером, если бы не нашел приключений прямо в спальне своего работодателя. Да-да, именно в спальне. И нет, не потому, что он застилал там кровати и чистил подсвечники. Тут дело вот в чем. Артуру Плантагенету на тот момент было уже за 70. По меркам 16 века глубокий старик. И рядом с этим памятником истории блистает его супруга Онор. Ей было примерно 40-42. Она была дамой амбициозной, строгой и очень падкой на внимание. Представьте, огромный дом, пожилой муж, и тут на пороге появляется он, Томас Калпепер. 20 лет, юность, запертая в красивом теле, дерзость и невероятная мужская харизма. Он официально секретарь-помощник. Но Томас, этот мажор с окраин Кента, моментально считывает ситуацию. Он понимает, делать карьеру через бумаги – это долго, а делать ее через сердце госпожи – это стремительно. Нет, Томас не прилагал титанических усилий. Он просто включил то, что мы назвали бы сегодня адресным обаянием. Он не вел себя как слуга, он вел себя как человек, который раздавлен собственным обожанием. Когда он заходил в кабинет к Онор, весь мир за дверью исчезал. В этом порту, в этой крепости, во всей Англии оставались только он и она. Он смотрел ей в глаза так, будто между ними разверзлась пропасть, через которую он не смеет перешагнуть из-за ее высокого статуса, но очень сильно хочет. Это была идеальная ловушка. Для 42-летней женщины, чей муж больше ценит покой у камина, этот горящий взгляд 20-летнего красавца стал мощнейшим наркотиком. Она потеряла голову. Ей захотелось этого тепла, этой энергии, этого ощущения, что она все еще желанна, несмотря на цифры в паспорте. Было ли между ними то самое?
Свечку, конечно, никто не держал, но улики остались. Анор заваливает его письмами, полными вздохов. Она называет его своим Томасом. Представьте, полумрак кабинета, тяжелые бархатные портьеры и тихий шелест бумаг. Анор, женщина, чья жизнь до этого момента была подчинена лишь долгу и политике, делает шаг, который разрушает все преграды. Она не просто заказывает подарок у ювелира. Она делает нечто гораздо более интимное. Она снимает браслеты со своих собственных рук. В XVI веке украшение, которое касалось кожи, хранило тепло тела и запах духов, было почти частью самого человека. Отдать его значит отдать частицу себя. Когда Анор протягивает эти золотые обручи Томасу, это не просто награда за верную службу, это молчаливое признание. Она словно окольцовывает своего рыцаря, помечает его своим золотом. В письмах леди Лайт прямо пишет Томасу, что это первая вещь, которую она когда-либо решилась подарить мужчине. Для Томаса это была великая школа цинизма. Он осознал, самые неприступные крепости, самые властные женщины сдаются, если правильно подобрать ключ. Друзья, давайте подведем черту под этим французским периодом и поймем, леди Онор была кем угодно, только не наивной жертвой гормонов. В мире Тюдоров любовь без политики – это просто пустая трата времени. Онор была женщиной очень занятой, она прекрасно понимала, ее старый муж – это прошлое, а этот дерзкий красавчик с золотыми браслетами на запястьях – ее инвестиция в будущее. Не стоит думать, что Онор просто вздыхала в кабинете, пока Томас перебирал бумаги. Она была его продюсером. Да, она была влюблена. Но в этой любви был холодный стальной расчет. Онор знала, они с Томасом никогда не купят уютный домик в Провансе. Ее задача была другой – посадить своего карманного рыцаря как можно ближе к уху короля Генриха VIII. А зачем? Все просто. У Онор были дети от первого брака. Были интересы семьи Лайл, и в Лондоне ей был жизненно необходим свой агент влияния. Тот, кто сможет вовремя шепнуть королю нужное слово, пока тот переодевается или готовится ко сну. И Онор начинает действовать. Она не просто пишет Томасу записки, она начинает бомбардировать Лондон письмами. Она расхваливает его таланты, его манеры и его невероятную преданность. Она снабжает его не только браслетами, но и деньгами, и связями. Она буквально лепит из него идеального придворного, зная, что Генрих VIII питает слабость к красивым, атлетичным и дерзким молодым людям. Онор своими руками открывала дверь, в которую Томас вошел, даже не взглянув на нее на прощание. Она верила, что отправляет в Лондон своего верного пса, который будет приносить ей кости с королевского стола. Но она не понимала, что выпускает на волю волка. Друзья, прежде чем мы двинемся дальше по стопам нашего героя, давайте поставим точку в главе о леди Онор. Это важно, потому что финал их отношений – это самый яркий штрих к портрету Томаса Калпепера, чтобы вы понимали, с каким человеком нам предстоит иметь дело. Итак, мы перенесемся на пару лет вперед и увидим, чем обернулась для леди Онор ее инвестиция в этого красавчика. Как только Томас оказался в Лондоне, в святая святых тайной палате короля, его письма в Кале мгновенно сменили жанр. Исчезли вздохи, исчез верный рыцарь, готовый на все ради своей госпожи. Теперь, если он и отвечал Онор, то это были сухие ледяные отписки. Он мог не писать месяцами, он больше не заискивал. Он стал важным господином, для которого провинциальная покровительница из Кале превратилась в досадную обязанность. В 1540 году над семьей Лайл разразилась катастрофа. Пожилого Артура Плантагенета обвинили в заговоре Кале, по сути в государственной измене. Итак, старика бросают в Тауэр. Его жизнь висит на волоске. Леди Онор под арестом. Все имущество конфисковано. Она в отчаянии. Онор – та самая женщина,
которая снимала с рук золотые браслеты ради Томаса, начинает писать ему письма. Она умоляет, заклинает его: «Томас, ты спишь в одной комнате с королем, ты его любимец. Одно твое слово, один шепот, и моего мужа помилуют». И что же делает наш Томас? Ничего. Абсолютно. Он мне просто не помог. Он сделал вид, что едва знаком с этой семьей. Он не ответил ни на одно письмо. Когда его благодетельница тонула, он стоял на берегу в своих золотых одеждах и смотрел в другую сторону, чтобы брызги ее горя не запачкали его новый камзол. К слову, судьба Артура Плантагенета – это настоящий исторический анекдот, если бы он не был таким трагичным. Старик просидел в Тауэре почти 2 года, с 1540 по 1542. Генрих VIII долго колебался, стоит ли казнить своего дядю, хоть и незаконно рожденного, и в итоге передумал. В марте 1542 года король послал своего секретаря в Тауэр, чтобы объявить Артуру о помиловании и полном освобождении. В знак милости Генрих даже прислал ему в подарок бриллиантовое кольцо прямо со своего пальца. Когда 80-летний Артур услышал, что он свободен и снова в милости, его сердце не выдержало. Он испытал такой шок от радости, что умер в ту же ночь, так и не успев выйти за ворота тюрьмы. Он умер свободным человеком, но в камере. Для Онор все закончилось менее мрачно. Когда ее мужа арестовали, а имущество в Кале конфисковали, включая, к слову, ее знаменитые письма, она пережила тяжелейший нервный срыв. Историки того времени писали, что она буквально потеряла рассудок от ужаса и горя. После смерти мужа в 1542 году ее все-таки отпустили. Ей вернули часть земель, и она уехала в одно из своих поместий. Она прожила долго, пережив Генриха VIII и самого Томаса Калпепера на много-много лет. Онор умерла в 1566 году уже в эпоху Елизаветы I. Она больше никогда не участвовала в интригах и жила очень уединенно, храня в памяти те дни, когда была королевой Кале и верила в преданность молодого Томаса. Но это будет потом. А пока мы возвращаемся в 1537 год. Дверь для Томаса открыта настежь. Он делает шаг из Кале навстречу Лондону, навстречу своей новой истории. За его спиной остается влюбленная женщина, уверенная, что она сотворила великую судьбу для своего фаворита. Томас Калпепер едет к королю, Генриху VIII. Он молод, он опасно красив. И теперь он точно знает, ему можно все. А теперь представьте себе, в его дорожной сумке настоящий ключ от всех дверей того времени, пачка рекомендательных писем от самой леди Онор. А в самом Лондоне, сердце власти, его уже ждет группа поддержки. Там вовсю трудится его родной брат, тот самый Томас номер 1, который уже знает все входы и выходы королевского дворца. И вот, имея за спиной такую мощную артиллерию из связей и родственных уз, наш Томас начинает делать карьеру. И какую карьеру, друзья мои! Это был не просто подъем по лестнице, это был настоящий взлет на золотом лифте, который и не снился провинциальному дворянину. Проходит совсем немного времени, и Томас Калпепер оказывается, нет, не просто в свите или в очереди за милостью. Он попадает в святая святых английской монархии, в тайную палату. Что такое тайная палата, спросите вы? И почему само это название заставляло сердце придворных биться чаще от зависти? А вот сейчас я вам это все разложу по полочкам. Когда вы слышите «тайная палата», не представляете себе подземелье со свечами и людьми в масках, которые планируют захватить мир. Все гораздо прозаичнее и интимнее. Представьте себе огромный дворец, в нем сотни залов, тысячи слуг и постоянная толпа. Король Генрих VIII – это суперзвезда масштаба стадионов. Но даже суперзвезде нужно где-то снять сапоги, почесать спину и просто побыть человеком. Весь дворец – это сцена. А тайная палата – это личная гримерка.
Спальня и ванная короля в одном флаконе. Это место, куда вход запрещен даже высшим министрам, если их не позвали. Это зона абсолютного комфорта монарха. Но Генрих VIII не мог сидеть там один. Ему нужна была свита, которая не будет его раздражать, а будет понимать с полуслова. Так появилась должность джентльмен тайной палаты. Это не была толпа народа, которая хаотично бегала за королем. Нет, все было разложено по полочкам. Всего таких счастливчиков было около 18 человек. Они не работали круглосуточно весь год. Группа делилась на части, и каждая служила по 3 месяца, квартал. Это не простые слуги, а сыновья лучших семей Англии. Для них подносить королю полотенце было почетнее, чем владеть целым графством. И вот наш Томас попадает в этот закрытый клуб. И знаете что? Он не просто один из этих 18. Он делает карьеру со скоростью молнии и становится любимчиком. Что это значит в тайной палате? О, это высший пилотаж придворного искусства. Представьте себе камзол Генриха VIII. Там десятки пуговиц, завязок и крючков. Сам король с его весом и статусом ковыряться с ними не будет. Калпепер – тот самый человек, который стоит вплотную к монарху, застегивая его одежду. Пока ты застегиваешь пуговицы на животе у короля, идеальный момент, чтобы шепнуть нужную просьбу или рассказать свежую сплетню. А теперь самое интересное. Томас получает право спать в комнате монарха. Для нас это звучит странно. Мы бы предпочли мягкую кровать в отдельной комнате, чем спать на полу на тонком матрасе у чужой кровати. Но в 16 веке это был пик карьеры. Давайте будем честны. В комнате короля пахло не розами. Но Калпепер готов был терпеть любой запах и любые неудобства. Почему? Потому что если ты спишь в ногах у короля, ты его все. Ты первый, кого он видит утром, и последний, с кем он говорит перед сном. Ты знаешь, когда он в духе и когда его лучше не трогать. Ты становишься его тенью, его доверенным лицом, его правой рукой и левым ухом. Калпепер перестал быть просто дворянином из Кента. Он стал человеком, который знает о короле больше, чем родная жена. Он стал тем, через кого решались дела государственной важности. Он буквально взломал эту карьерную лестницу. Но, друзья мои, помните старую мудрость? Чем ближе ты к огню, тем теплее. Но и тем выше шанс сгореть дотла, если пламя вокруг полыхнет не в ту сторону. Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше, давайте остановимся и поймем одну очень важную вещь. Король Генрих VIII, человек, которого сложно назвать ангелом, действительно любил своего Томаса Калпепера. Он доверял ему так, как не доверял, пожалуй, никому. Он был готов простить ему абсолютно все, и, как мы сейчас увидим, прощал. Но именно эта история покажет вам истинное лицо нашего героя. Знаете, есть люди, которые совершают ошибки, а есть те, в чьих жилах течет чистый яд. Калпепер был из вторых. Каким бы тираном ни был Генрих, он вытащил этого парня из грязи, сделал его своей тенью и буквально отмазал от эшафота. А Томас отплатил ему так, как может только законченный подлец. Но давайте по порядку, как это было. Представьте себе 1539 год. Туманное утро в одном из королевских поместий. Жил-был там смотритель парка, человек скромный, верный, чья работа заключалась в том, чтобы беречь королевские леса и дичь. И была у него жена, обычная молодая женщина, простая, как полевой цветок. Она не плела интриг, не мечтала о коронах, она просто была женой своего мужа в этом суровом XVI веке. И вот однажды через этот парк едет всадник. Молодой, красивый, одетый в тончайший шелк, с перстнями на пальцах, которые сверкают на солнце. Это наш герой Томас Калпепер. У него есть все.
деньги, власть. Лучшие женщины Лондона стоят в очереди, чтобы просто поймать его взгляд. Казалось бы, проезжай мимо, вернись во дворец, наслаждайся своей жизнью. Но нет. В голове у Калпепера щелкает какой-то жуткий тумблер. Он видит эту беззащитную женщину и решает: я хочу ее. Прямо сейчас. Силой, само собой. Друзья мои, это не была пылкая страсть или ошибка молодости. Это было чистое, концентрированное зло. Он нападает на женщину прямо там, среди деревьев. Она кричит, отбивается, взывает о помощи. Но для Калпепера этот крик лишь подтверждение его власти. Он совершает насилие, потому что уверен, он избранный, и ему можно все. Но эта история могла бы закончиться тихо, если бы не настоящие люди. На крик женщины из леса выбегают простые деревенские мужики, обычные работяги, у которых нет за плечами знатного рода, но есть то, чего у Калпепера не было никогда – честь. Они видят этот кошмар, видят эту несчастную женщину и этого блестящего джентльмена. И они не пугаются его шпаги и его титулов. Они бросаются на помощь, пытаясь защитить ее, пытаясь остановить этого монстра. И что же делает наш Томас? Он не пугается, он не чувствует стыда. В его глазах эти люди просто мусор под копытами его коня. Он выхватывает свое оружие и, не моргнув глазом, убивает одного из тех смельчаков, кто посмел ему преградить путь. В тот момент в парке осталась лежать не только жертва насилия и убитый мужчина. Там окончательно умерла душа Томаса Калпепера. Он перешагнул черту, за которой нет возврата. Вы спросите, разбежались ли люди? Нет. И это самое поразительное. В те времена существовал закон крика и шума. Если совершалось преступление, все, кто его видел, обязаны были поднять крик и преследовать преступника. И простые люди это сделали. Они не струсили, несмотря на то, что перед ними был дворянин и любимец короля, люди не просто стояли и смотрели, они подняли шум на всю округу. Преступление было слишком вопиющим, даже для жестокого XVI века. В общем, Калпепера зажали в угол. Представьте эту картину. С одной стороны разодетый в пух и прах дворянин с окровавленным мечом, а с другой разъяренные мужики с топорами и вилами. В те времена за порядок отвечали местные констебли, выбранные из народа, и шериф графства. Именно им сдали Томаса. Его не просто пожурили, его официально арестовали и предъявили обвинение. Друзья мои, давайте на минуту остановимся и осознаем весь ужас этой ситуации. Мы с вами живем в 21 веке, но чтобы понять масштаб катастрофы, нам нужно перенестись в суровый XVI век. В те времена насилие было не просто физическим ударом. Позор, как липкая грязь, ложился не только на того, кто совершил зло, но и на саму жертву. Для этой несчастной женщины мир перевернулся в одно мгновение. В знаменитом сериале нам показывали ее плачевный финал, но история, как это часто бывает, на самом деле хранит молчание. Скорее всего, она жила дальше. Но как? Как жить женщине в маленькой общине, где каждый шепчется за спиной? Как жить ее мужу, честному труженику, который любил ее, а теперь видит в ее глазах только отблеск той кошмарной встречи в парке? А для нас с вами это лишь строчка в пыльном архиве. Инцидент 1539 года. А для этой семьи это была жизнь. Жизнь, которую золотой мальчик Калпепер перечеркнул, потому что ему так захотелось. Он не видел в ней человека, только очередную игрушку. Мы не знаем, остались ли муж и жена вместе, или их брак рухнул под тяжестью позора. Но мы знаем точно, той семьи, что была до, больше не существовало. Но вернемся к делу, которое не удалось замять. Калпепер был уверен, что его имя и статус – это броня. Но простые люди думали иначе.
Дело стало громким, скандальным и дошло до высших судей. А что же наш грозный Генрих? Представьте его состояние. Он просыпается утром, ворчит от боли в ноге, тянется за халатом. А привычных рук рядом нет. Пуговицы застегивает кто-то другой и делает это не так ловко. У кровати ночью не дрыхнет верный Томас, с которым можно было обсудить вчерашнюю охоту или новую сплетню. Любимый собутыльник и лучший друг куда-то пропал. Когда Генриху доложили, что его фаворит сидит за решеткой за насилие и убийство, как вы думаете, возмутился ли король? Друзья мои, давайте будем честны. Не особо. Ведь Генрих рассуждал со своей колокольни, и его-то самого Калпепер точно не изнасилует. Дочерей королевских тоже вряд ли посмеет. А простые люди, ну что простые люди, новые подрастут. Главное, что свой человек рядом. Вместо праведного гнева он почувствовал дискомфорт. Ему просто не хватало Калпепера под рукой. И вот тут Генрих совершает поступок, который окончательно развращает Томаса. Король лично вмешивается в правосудие. Он подписывает специальное помилование. А в апреле 1540 года Калпепера просто отпускают. И фаворит вернулся к королю, чувствуя себя абсолютно бессмертным. Но прежде чем мы двинемся дальше по кровавым следам этой истории, давайте на минуту притормозим наш золотой лифт и вернемся немного назад во времени. Нам нужно развенчать один очень живучий миф. Итак, 1539 год. Наш Томас Калпепер уже вовсю застегивает королевские камзолы, подает ночной кубок и валяется у ног Генриха VIII в статусе доверенного джентльмена Тайной палаты. Его карьера – сверкающая вершина. И именно в этот момент ко двору прибывает наша старая знакомая Кэтрин Говард. И именно тут, друзья мои, мы должны разобрать эту очень популярную, но крайне сомнительную версию. Часто можно услышать, будто между Кэтрин и Калпепером вспыхнул роман еще до ее брака с королем. Мол, судьба, страсть, все сразу. Давайте отбросим эту версию в сторону, как чистейшей воды фантазию. Почему? Сердце Кэтрин было занято. Да, она могла быть юной, наивной, легкомысленной. Но в тот момент ее сердце, по всей вероятности, все еще принадлежало человеку, которого она считала своим мужем, Фрэнсису Дерему. Их история была для нее еще живой, настоящей, а не страницей из прошлого. Но и главное, над ней был неусыпный контроль. Не забывайте, кто привел ее ко двору. Над Кэтрин как тень стоял ее всемогущий дядюшка, герцог Норфолк. Он привез ее ко двору не для романов с придворными, а как стратегическую фигуру на шахматной доске. Любой намек на скандал до брака с королем разбил бы все его планы вдребезги. За ней следили, ее опекали, ее путь был строго выверен. В такой обстановке тайный роман с кем-либо, а тем более с фаворитом короля, был вообще невозможен. Что же было на самом деле? А было вот что. Кэтрин Говард и Томас Калпепер были родственниками. Да-да, мать Кэтрин, Джойс Калпепер, происходила из той же самой семьи. Так что формально они были кузенами. Они бесспорно были знакомы, возможно, виделись в семейном кругу, обменивались парой слов. Могла ли возникнуть симпатия? Он – блистательный красавец при дворе. Она – юная роза, только что распустившаяся в королевском саду. Гипотетически – да, но мы можем только об этом спекулировать. Но были ли у них отношения, тайная встреча, романы до ее замужества? Ответ – нет, никаких, никогда. Ни один серьезный источник того времени не намекает даже на намек на подобную связь до 1541 года. Все это поздние слухи, поздние домыслы, призванные очернить Кэтрин, представить ее развратницей еще до того, как она стала королевой. Так что давайте зафиксируем отправную точку нашей драмы. Томас Калпепер – всесильный джентльмен Тайной палаты, правая рука и доверенное лицо короля. Человек, привыкший получать все, что захочет. Кэтрин Говард –
юная фрейлина, дальняя родственница Калпепера, только что представленная ко двору. Ее заметил, ею восхищается, а вскоре и безумно в нее влюбляется сам король Генрих VIII. Вот с этого чистого листа и начнет разворачиваться одна из самых роковых и опасных историй при дворе Тюдоров. История, в которой у симпатии, случайно брошенного взгляда и вседозволенности будет только один конец. Но не будем ходить вокруг да около. Давайте перенесемся в 1541 год. Для тех, кто только что присоединился к нашей истории, ловите главных героев в этот роковой момент. Кэтрин Говард. Она уже королева. Но за этим титулом целая жизнь, о которой король Генрих не должен знать никогда. Девушка из обедневшей ветви могущественных Говардов. Ее детство – это бедность. Ее юность – это воспитание в доме бабушки, герцогини Норфолк, в поместье Ламбет. И Ламбет не просто дом, это место, где с 13 лет ее развращал учитель музыки Генри Менокс. А позже у нее появился официальный жених Фрэнсис Дерем. Они заключили преконтракт. Это юридический документ, равный браку. Он оставил ей огромную сумму денег, которую Кэтрин тайно привезла во дворец. Вся ее жизнь в Ламбете – одна сплошная смертельно опасная тайна. И вот она королева. Казалось бы, вершина. Но как только она надела корону, ко дворцу потянулись тени прошлого. Сначала прибыла Джоан Булмер, та самая подружка из Ламбета, которая знала каждый вздох Кэтрин в тех спальнях. Она уже во дворце, нагло пользуясь своим положением, той самой, что слишком много видит. Потом, набравшись наглости, явился и сам Генри Менокс, тот самый развратитель, который когда-то запускал свои руки под юбку 13-летней девочки. И теперь он пиликает на лютне при дворе и бросает на королеву масляные взгляды. А еще во дворце есть он, Томас Калпепер, наш старый знакомый, золотой мальчик, джентльмен тайной палаты. Он по-прежнему застегивает королю пуговицы, спит у его ног и уверен, что закон ему не писан, ведь король простил ему даже убийство. Но самое страшное еще в пути. Из Ирландии в Лондон едет Фрэнсис Дерем, ее муж. Да-да, с точки зрения закона и совести, ее настоящий муж. Он едет к своей жене за объяснениями. Итак, все фигуры на доске расставлены. Ветер с Темзы принес запах скандала. И первое движение, которое сметет все эти фигуры в пропасть, сделает именно он, Калпепер. А я напомню, мы в 1541 году. Именно в феврале-марте этого года история делает тот самый резкий поворот не туда. Случилось то, чего весь двор Тюдоров боялся как огня. Старая язва на ноге короля Генриха закрылась. Я не буду повторяться и портить вам аппетит физиологическими подробностями, которые мы уже детально описывали раньше. Скажу вам лишь одно. Это значило, что привычный мир во дворце рухнул, уступив место агонии, лихорадке и черной депрессии монарха. Для всех окружающих это время превратилось в настоящий ад на земле, где одно неосторожное слово могло стоить жизни. Это не история про политику, это история про запах, про контраст и про то, как рождается катастрофа. Представьте себе закрытую душную комнату, пропитанную запахом гниющей плоти. Это язва короля Генриха. Он прикован к постели. Он огромное, стонущее, страдающее тело. Он вонюч. Он в бреду. Он воплощение боли, старости и распада. А теперь представьте, что вам 18. Вы Кэтрин. Вас не спрашивали. Вас выдали замуж. Ваш муж – это старая, страдающая гора. И ваша доля быть запертой с ним в этом аду. Вы меняете пропитанные гноем повязки. Вы слышите его крики, вы дышите этим воздухом. Ваша юность, которая должна пахнуть духами и свежестью, пахнет смертью. И в этой кромешной тьме, рядом с этим телом, есть другое тело. Молодое, здоровое, красивое. Это Томас Калпепер. Он здесь не просто так. Он любимый фаворит короля. И он тоже в этой комнате. Он тоже меняет повязки.
Он тоже поддерживает короля. А в тихие ужасные минуты, когда вам хочется плакать от отвращения и жалости, он поддерживает вас. Поставьте себя на ее место. Вы изголодались по чему-то живому, чистому, неиспорченному. И вот он прямо здесь. Единственный луч света в этой вонючей темноте. Он на несколько лет старше вас. Он говорит с вами на одном языке, языке молодости, которого лишил вас этот брак. Его взгляд – это отражение вашего собственного ужаса и усталости. Его плечо – единственная опора, которая не пахнет смертью. Трудно ли в такой ситуации не начать сравнивать старое, гниющее, чужое и молодое, сильное, понимающее? Долг, навязанный силой, и молчаливое сочувствие, возникшее само собой. Их трое в этой камере пыток. Король, королева и фаворит. И их странный, страшный союз скреплен не любовью, а общим отчаянием, общей вонью, общей тайной о том, как выглядит могущественный монарх в моменты полнейшего немощного унижения. А потом прорыв. Рана вскрыта, гной ушел, король оживает, апрель 1541 года, двери открываются, солнечный свет, свежий воздух, свобода. Генрих, перерожденный, выходит в любви и благодарности. Он осыпает Кэтрин подарками, он любит ее как спасительницу, он доверяет Калпеперу еще больше, как верному другу в самые темные часы. И он с головой уходит в дела государства, наверстывая упущенное. А что же эти двое, которые вырвались на свободу из одной клетки? Они выходят другими. Их связала не придворная учтивость, а совместно пережитый кошмар. Они видели одно и то же. Они дышали одним и тем же смрадом. Они знают о короле тайну, которую не знает больше никто. Они сообщники, и теперь они на свободе. Но давайте наконец разберемся, что же на самом деле двигало Томасом Калпепером и как мы подошли к роковой черте. Все начинается с вопроса, а влюбился ли он в королеву? Давайте не будем врать самим себе и отметем красивые сказки. Была ли искра? Да, безусловно. Когда два молодых человека заперты в одной комнате, пропитанной болью и смрадом, между ними возникает странная болезненная связь. Она не леди Онор, не какая-то придворная дама. Она королева, живое, трепетное, несчастное существо в самом центре этого кошмара. Увидеть ее страдания и свою в нем роль, да, это могло тронуть даже его, рожденного брать всю силы. В этом была какая-то извращенная, но подлинная близость. Но если вы думаете, что этой искры было достаточно для того пламени, что вспыхнуло потом, вы глубоко ошибаетесь. Искра была лишь спичкой, брошенной в бочку с порохом его натуры. Давайте еще раз посмотрим на его психологический портрет. Томас Калпепер. К 1541 году этот человек, окончательно уверовавший в свою безнаказанность. Он не просто служил королю, он держал его за пуговицы в самом буквальном смысле. Он видел монарха немощным, вонючим, кричащим от боли. И в этот момент в его душе родился и окреп синдром Бога. Если даже король в моих руках, то что для меня остальной мир? Он был коллекционером. Женщина для него трофей. Придворная дама, жена слуги, разницы почти нет. Все это этапы охоты, но позволить себе королеву – это уже не просто трофей, это жемчужина в коллекции, пик карьеры соблазнителя, окончательная и бесповоротная победа над всеми и вся. Это жест, кричащий «мне позволено все». И да, мы не должны забывать о самом приземленном и от этого самом мерзком, о выгоде. Калпепер не был дураком, он умел считать. Король стар, болен. Его язва – это метафора всего его правления. Нечто гниющее изнутри, что вот-вот лопнет. Каждый при дворе делал ставки, сколько Генрих еще протянет. И в этой игре у Калпепера появляется козырный туз – королева.
молодая, впечатлительная, обязанная ему поддержкой. Если держать ее в своей власти сейчас, то позже, когда она станет вдовствующей королевой с огромным состоянием и влиянием, это уже не просто золотое дно, это целая золотая жила, титулы, земли, безграничная власть. Жадность не знает границ, а его жадность и вовсе не знала слова «достаточно». Так почему же он такой расчетливый в итоге потерял голову? Потому что его погубила смесь всех его качеств, доведенная до абсурда. Безнаказанность, которая превратилась в слепоту, жадность, которая затмила разум, и та самая искра похоти, которую он принял за нечто большее. Но, друзья мои, при всем его нахальстве просто подойти к королеве и сказать «идем в кровать» он не мог. Это была не жена смотрителя парка, которую можно было взять силой. Ее нельзя было изнасиловать в темном углу. Для такого тонкого, смертельно опасного дела требовался ключ. И этот ключ нашелся. Зловещая, проницательная, обиженная на весь свет леди Рочфорд. А теперь давайте посмотрим на ту, без которой вся эта история могла бы остаться просто опасной фантазией в голове Томаса Калпепера. На нашу героиню-провокатора, леди Джейн Болейн, леди Рочфорд. Но прежде чем мы поймем ее мотивы, давайте сразу развеем один грязный и совершенно дурацкий миф, раздутый сериалами для дешевой драмы. Джейн Болейн не была и не могла быть любовницей Томаса Калпепера. Это полнейшая чушь, которую нужно выбросить из головы, как испорченный продукт. Зачем ей, женщине с таким опытом и такими знаниями, этот красавчик? И ей это было совершенно неинтересно. Ее аппетиты лежали в другой, куда более темной сфере. Так зачем же ей понадобились чужие любовные игры, да еще и королевы? Все просто, как гравюра на надгробии. Она хотела власти. Не титулов или земель, а той самой сладкой власти при дворе, власти над тайнами. Она знала, что тот, кто держит чужой секрет, держит этого человека на крючке. А если этот секрет – государственная измена, а люди на крючке – два самых близких королю человека, это уже не крючок, это абсолютная власть. Королева и королевский фаворит обязаны ей всем. Это была бы сила, перед которой склонился бы весь двор. Она видела себя повелительницей закулисных ниточек, кукловодом, в чьих руках будущее. Но здесь мы подходим к ее главной трагедии. У нее уже был опыт. Она была той самой свидетельницей, которая помогла отправить на эшафот своего мужа Джорджа Болейна и его сестру, королеву Анну Болейн. Она видела, как короток путь от королевской любви до плахи. И вместо того, чтобы, наученная этим ужасом, бежать от любой тени скандала, она делает ровно наоборот. Почему? Потому что ей сорвало крышу от жадности. Жадности не к деньгам, а к значимости. После падения семьи Болейн она была никем, вдовой опального брата, вечной пешкой в чужих играх. А здесь ей предлагали роль режиссера. Это был шанс из тени снова выйти в свет, пусть и свет адского пламени. Было в ней нечто более мелкое, но не менее важное – скука и страсть к разрушительным зрелищам. Эта женщина была прирожденной сплетницей на уровне высочайшего мастерства. Но ей надоело просто наблюдать. Ей хотелось участвовать, направлять, подливать масло в огонь и с холодным, интеллигентным любопытством наблюдать, как горят чужие жизни. Влиться в самую сердцевину опасной интриги. Что может быть увлекательнее для измученной и циничной души? Именно поэтому она стала тем идеальным ключом. Она знала все ходы и выходы, и не только по дворцу. Она знала, как передавать записки и как организовать встречу так, чтобы это выглядело как невинная случайность. И когда Калпепер с его наглым блеском в глазах сделал ей это предложение, она с радостью согласилась. Не как подневольная служанка, а как равноправный соучастник и вдохновитель. В ее согласии было торжество. Наконец-то я снова в игре. И на этот раз я устанавливаю правила. Так что, друзья мои, картина сложилась полностью. Он, движимый жадностью, похотью и манией величия.
Она, движимая скукой, жаждой власти и циничным интересом к чужому падению. Оставалось только обратиться к самой королеве, сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Предложение, замаскированное под спасение от одиночества, под понимание, под единственный глоток воздуха в золотой клетке. А дальше случилось то, что лично у меня вызывает лишь один вопрос. А был здесь кто-то умный? С Кэтрин все более-менее ясно. Перед нами девочка, по меркам XVI века уже взрослая, но по сути совершенно не готовая ни к королевству, ни к власти, ни к интригам. Ее жизненный потолок – удачно выйти замуж где-нибудь подальше от двора, за провинциального джентльмена, за смотрителя парка, а лучше за Фрэнсиса Дерема, который, к слову, как раз едет в Лондон. Это был ее реальный счастливый билет. С этим все понятно. Но дальше на сцену выходит леди Джейн Болейн. И вот здесь начинается уже не история, а клинический случай. Перед нами взрослая, прожженная придворная женщина. Та самая, которая уже однажды довела собственного мужа до эшафота. Женщина, знающая, чем заканчиваются разговоры, письма и ночные визиты при дворе Генриха VIII. Женщина, у которой опыт кровавый и наглядный. И вот именно эта Джейн Болейн получает от Томаса Калпепера предложение, от которого при наличии хотя бы минимального инстинкта самосохранения можно было бы и отказаться. Тихо, молча, без последствий. Но вместо этого она идет к 18-летней королеве. Она капает на мозги юной Кэтрин так искусно, что позавидовал бы любой сценарист дешевых мелодрам. Ваш кузен Томас, он буквально тает на глазах. Он бледнеет при одном звуке вашего имени. Он терял сознание трижды за это утро, только подумав о вас. Она рисует картины неземной страсти, которой та, бедняжка, лишена в объятиях старого и больного короля. Что делает Кэтрин? Нет бы подумать башкой, у нее в сундуке и так лежат деньги от фактически мужа. Но, видимо, этого ей мало. Ей бы бежать к дядюшке, жаловаться, кричать. Меня втягивают в чудовищную авантюру. Но нет. Кэтрин заглатывает крючок, грузила и саму удочку. И решается написать письмо. И вот то, что было в этом письме, это уже вершина идиотизма. Памятник наивности и смертный приговор написаны собственной рукой. Письмо начинается со слов, от которых мне лично захотелось ее назвать не Кэтрин, а Маргаритой. Мастер Калпепер. И вот здесь нужно остановиться. Королева не имеет права так обращаться к мужчине при дворе. Слово «мастер» – это не комплимент и не ласка. Это обращение снизу вверх или между равными. Но уж точно не от королевы к слуге короля. Это не просто ошибка, это мгновенное саморазоблачение. В этот момент Кэтрин перестает быть королевой и превращается в девочку из старой жизни. И дальше, безо всякой дипломатии, ни намеков, ни завуалированных формул, ни попытки спрятать смысл между строк, она буквально вываливает все как есть. И вот перед нами не мастер и Маргарита, а абсолютно дурацкое письмо мастеру, без Воланда, без мистики, зато с полным отсутствием здравого смысла. Она пишет, что тоскует, что не может найти покоя, что думает о нем чаще, чем должна, что сердце ее разрывается, что ей тяжело писать, и это, кстати, правда. Она писала плохо, с ошибками, с трудом, с усилием. Это письмо буквально вымучено рукой полуграмотной девочки. И вот кульминация этого цирка. Над ее душой стоит леди Джейн Болейн. Она видит каждую строчку. И в этот момент Кэтрин выдает перл. В самом конце письма она своими руками вписывает имя своей сообщницы. Я благодарна леди Рочфорд за ее доброту в передаче этого. Капец. Леди Рочфорд, вместо того, чтобы схватиться за голову и закричать: «Вы что, с ума сошли? Не упоминайте меня!», молча наблюдает. Она видит, как ее собственное имя ложится на бумагу под пером королевы.
Ну и она с этим согласна, потому что в ее расчетах или в ее безумии это, видимо, тоже было преимуществом быть официально признанной доверенной особой. И затем она берет это письмо, в котором королева назначает свидание, клянется в любви и упоминает посредника, и несет его не палачу, пока еще не палачу. Она несет его мастеру Калпейперу. Как только это письмо с обращением «Мастер Калпейпер» оказалось в руках мастера, Томас понял, он сорвал джекпот. Или подписал себе приговор, но в тот момент его раздутое эго шептало только о первом. С этого мгновения королева Англии оказалась у него в руках буквально и фигурально. Друзья мои, представьте себе эту логистику измены. Это не были случайные встречи в коридоре. Это была целая спецоперация, режиссером которой выступала все та же леди Рочфорд. Свидания начались, конечно же, сразу. Ну а чего зря время терять? Чаще всего они происходили глубокой ночью, обычно в 2 часа по полуночи. Когда король Генрих VIII, утомленный едой и болями в ноге, наконец засыпал и оглашал опочивальню своим храпом, начиналось движение в тенях. Джейн Рочфорд лично проводила Калпейпера по черным лестницам и по тайным ходам в личные покои королевы. И вот здесь, внимание, штрих к портрету Джейн. Пока Калпейпер и Кэтрин находились внутри, прожженная фрейлина стояла на страже у двери. Она была тем самым живым замком, который должен был щелкнуть, если кто-то из стражи или слуг решит проверить покои королевы. Друзья мои, давайте на минуту остановимся и закрепим детали этой мизансцены, потому что градус абсурда здесь зашкаливает даже по меркам Тюдоров. Чтобы вы не запутались в этом клубке, давайте взглянем на коллекцию мужчин 18-летней Кэтрин Говард, Фрэнсис Дэрэм, ее официальный жених из прошлого. Тот, чьи деньги до сих пор лежат в ее сундуке, и тот, с кем ее связывает брачный контракт, который в XVI веке был силен, как само венчание. Генрих VIII, ее официальный муж, и не просто муж, а капризный стареющий тиран с абсолютной властью и топором наготове. Мастер Томас Калпейпер, ее официальный тайный любовник, мужчина, ради которого она окончательно теряет голову, пока в переносном смысле. 3 мужчины. 3 обязательства, 1 голова на плечах, которая, судя по всему, работает исключительно в режиме романтический туман. Но если вы думали, что это все, то спешу вас расстроить. Помните, мы рассказывали, как в Ламбете тайны Кэтрин были секретом Полишинеля. Весь пансион знал о Менексе, который развращал ее с детства, о Дэрэме, который стал ее женихом, мужем, как хотите называйте. И вот история повторяется, как дурной сон. Как только Кэтрин надела корону, все тени Ламбета потянулись ко двору. Словно на зов пира. Сначала появилась подруга Джон Булмер, живая энциклопедия ее прошлого. Затем Генри Менокс, тот самый развратитель. Затем еще одна подруга, Кэтрин Тилни, тоже свидетельница всего ламбетского периода. И вот представьте себе этот сюрреализм. Тилни и Булмер, которые знали все о Меноксе и Дэрэме, теперь узнают и о Калпейпере. У этой опасной истории появляется не только режиссер-провокатор в лице леди Рочфорд, но и целая труппа поддержки, осветители, костюмеры, суфлеры. Этой девушки стоят на шухере во время тайных встреч, передают записки, делятся сплетнями. Они воссоздали при дворе Генриха VIII атмосферу того самого Ламбета, где не бывает секретов. Разница лишь в том, что ставки теперь в их рискованной игре не репутация, а головы. И главный вопрос: где во всем этом была голова леди Рочфорд? Ладно бы она одна носила эту страшную тайну. Но нет, вся история повторилась как дурной сон. Опять все знают. Кроме, разумеется, 2 человек. Короля и ее грозного дядюшки, герцога Норфолка. Это была не конспирация, а шумная, многословная, самоубийственная вечеринка. И вот, в этот самый момент, когда Кэтрин, окончательно потеряв голову от этой дешевой мелодрамы, считает себя героиней страстного романа, на пороге появляется он. Тот,
чье имя самое первое и самое опасное тень из прошлого, тот, чьи деньги греют ее сундук, а чьи права на нее сильнее королевских. Фрэнсис Дэрем. Представьте себе один из тех ярких дней. Кэтрин буквально светится. И дело не только в бриллиантах на ее корсаже. Она влюблена. В ее мыслях все еще звучит голос мастера. А в потайном кармане греет сердце очередная записка, полная опасных нежностей. Она чувствует себя розой без шипов, королевой, которая наконец нашла глоток живого воздуха. Она направляется в палату присутствия. Что это за место? Это сердце дворца, его витрина. Здесь Тюдоры демонстрируют величие. Стены в золотых гобеленах, сотни придворных, просителей и гвардейцев. Здесь каждый ловит ее взгляд. Здесь решаются судьбы и раздаются милости. И вот, посреди этой блестящей толпы, среди поклонов и шепота, ее взгляд натыкается на препятствие. В одно мгновение музыка затихает в ее ушах, а золотые гобелены словно сереют. Она видит лицо. Это не лицо монстра, но для нее оно страшнее любого палача. Это лицо человека, которого она когда-то любила, так же пылко, как сейчас любит Кэлпеппера. В этот момент Кэтрин, должно быть, почувствовала, как ее роскошное платье из тяжелого бархата превратилось в тесную рабскую одежду. В голове вспыхивают кадры из прошлой жизни, которые невозможно вычеркнуть. Она вспоминает, как сама, будучи знатной леди, стирала его личные вещи. Унизительный, почти скандальный акт преданности, который в мире Тюдоров был абсолютно недопустим для женщины ее ранга. Она вспоминает те 100 фунтов, которые он оставил ей на хранение, когда уезжал в Ирландию. Эти деньги лежат в ее сундуке, и это не просто монеты, это юридический залог ее свободы. Пока эти деньги у нее, она принадлежит ему. Ситуация – чистый ужас. Перед ней стоит человек, который по законам того времени имеет на нее больше прав, чем сам король. Представьте этот застывший кадр. Сотни глаз следят за каждым движением розы без шипов. Она не может закричать, не может упасть в обморок, не может приказать страже немедленно бросить этого человека в Тауэр. Ведь любое резкое движение привлечет внимание короля и дядюшки Норфолка. Кэтрин, задыхаясь от корсета и ужаса, делает единственное, что ей кажется логичным в этот момент. Она надевает маску ледяного безразличия. Она проходит мимо Дерема, но подает едва заметный знак своей тени – леди Рочфорд. Спустя полчаса, когда официальная часть приема закончена, в одной из укромных галерей происходит их встреча. Друзья мои, это был разговор двух людей, стоящих на краю пропасти. Но один из них был уверен, что умеет летать. Дерем не падает ниц. Он не лепечет «Ваше Величество». Он смотрит на нее, как на свою собственность, которую у него украли. Его слова звучат, как удар хлыста. «Ты носишь чужую корону, Кэт. Но в твоем сундуке все еще лежат мои деньги, а в твоей памяти мои клятвы. Поставьте себя на ее место. Что можно сделать? Теоретически можно было бы вернуть ему его 100 фунтов и приплатить сверху, откупиться. Но мы-то понимаем, что Фрэнсису были нужны не деньги. В нем кипела ярость, унижение, ревность, желание наказать и, да, желание заработать на этой чудовищной ситуации. Можем ли мы его за это осуждать? Мы, сидя в уютных креслах спустя 5 веков? Может и нет. Он единственный в этой истории, чьи мотивы, если отбросить мораль, кристально ясны и даже понятны. Его обманули. Его жена теперь королева. Он хочет компенсации. Не золотом, властью, положением, сатисфакцией. Вел он себя по-мужски или нет, это вопрос эпохи. По меркам того времени он был обманутой стороной, имеющей все права требовать своего. Но вот в чем главная загвоздка для Кэтрин. Давайте вспомним про эти самые 100 фунтов. Понимаю, надоевшая сумма, но ключевая. Кэтрин не была финансовым гением. Она была молодой девушкой из бедной ветви рода, которая вдруг получила в руки целое состояние. И она начала его тратить.
еще в Ламбете, еще до короля, на платье, на безделушки, на маленькие радости, которые ей были недоступны. А потом ее выдернули ко двору, бросили в водоворот событий. Король одаривал ее, но это были подарки, драгоценности, наряды. Королева практически не видела живых денег. Ее личный бюджет управлялся специальными чиновниками, казначеями. Каждая выплата, каждая монета фиксировалась в книгах. Если бы она потребовала выдать ей 50 или 100 фунтов золотом без объяснения причин, об этом тут же доложили бы королю и совету. Зачем нашей маленькой Розе такая огромная сумма наличными? Возник бы вопрос. Те 100 фунтов, что оставил Дерем, были наличными монетами в кошельке. Чтобы пополнить этот кошелек, ей нужно было где-то взять именно золотые монеты, причем незаметно. Она не могла просто пойти и обменять подаренное королем колье на мешок золота. Это была бы государственная кража. И ювелиры тут же донесли бы куда следует. Представьте себе, Кэтрин жила в немыслимой роскоши, ела золотых блюд. Но у нее не было и 10 фунтов, которые она могла бы потратить так, чтобы об этом не узнал весь двор. В общем, она не может просто вернуть ему полный кошелек. Она может лишь докинуть до суммы своими королевскими подарками. Но это унизительно. Это признание. Да, я потратила твои сбережения на тряпки, пока готовилась стать женой другого. Но главное, ему не нужны деньги. Ему нужна власть над ней. Он – ходячее доказательство ее лжи. Он ключ, который может открыть дверь в ту самую комнату с гноящейся язвой правды перед королем. Что она чувствует? Панику, виноватую растерянность. Перед ней человек, которого она предала первой, которого использовала и который теперь справедливо требует расплаты. Она не может его подкупить, не может приказать, не может убежать. И это еще не все. Пока она пытается решить проблему с Фрэнсисом, у нее за спиной муж-король, который обожает ее и в любой момент может вызвать к себе. Любовник-фаворит, который ждет новых свиданий и требует внимания. Подруги из Ламбета, которые знают все и о Фрэнсисе, и о Калпепере, и леди Рочфорд, которая с холодным интересом наблюдает за этим пожаром, который сама и раздула. Она находится в центре идеального шторма. Каждая попытка заткнуть одну дыру в тонущем корабле открывает 2 новых. Вернуть деньги унизительно и бесполезно. Пригрозить невозможно. Он знает все ее секреты. Умолять стыдно и опасно. Именно в этот момент она, вероятно, понимает, что игра зашла слишком далеко, что из романтической истории это превратилось в криминальный детектив с множеством свидетелей, и что счетчик уже тикает. Но отступать поздно, остается только пытаться тушить пожар бензином, вовлекать Фрэнсиса в свою игру, делать его соучастником, покупать уже не деньгами, а рискованными обещаниями и должностями при дворе, то есть впускать еще одного человека в круг тех, кто знает слишком много. И круг этот становится петлей. Итак, не будем ходить вокруг да около. Как вы уже догадались, Фрэнсис Дерем не ушел, вздыхая, пожав плечами и махнув рукой на свою жену-королеву. Нет, произошло нечто более гениальное и в 1000 раз более опасное. Кэтрин взяла его к себе на службу секретарем. И забудьте про милую девушку в приемной, которая печатает на компьютере и уточняет: «Екатерина Эдмундовна, к нам посетитель по записи». Нет, в XVI веке должность личного секретаря – это вторая кожа. Это ваша тень. Чтобы вы понимали, этот человек находится рядом 24/7. Он знает ваше расписание до секунды. Он знает, когда вы проснулись, что ели, с кем шептались. И самое страшное, кто именно выходил из вашей спальни в 2 часа ночи. И вот этой тенью Кэтрин назначает Фрэнсиса Дерема. Вдумайтесь в мерзость этой ситуации. Представьте себе этот психологический триллер. Дерем приехал к ней из Ирландии, наплевав на риск, потому что считал ее своей женой. Да, она теперь королева, и муж у нее сам Генрих.
Ладно, это можно понять, статус, политика, так вышло. Но когда Дерем заступает на службу и понимает, что он не просто секретарь, а свидетель ее нового романа, это уже за гранью. Он лично контролирует приходы ее любовника Томаса Калпепера. Он стоит в дверях и видит, как тот самый мастер, которому она теперь пишет безграмотные записки, проходит мимо него в покое. Это не просто треугольник, это какая-то дегенеративная геометрическая фигура. Муж-король в соседнем крыле уверен, что его роза чиста. Любовник Калпепер за дверью ждет объятий. А секретарь Дерем стоит на страже, сжимая в кармане ключи и старые обиды. Вчера она клялась Дерему в любви, а сегодня он, его же руками, должен обеспечивать ей безопасность во время свиданий с другим мужчиной. Каким бы он ни был, находиться в такой ситуации и ежедневно это переваривать – это катарсис безумия. Господа, глядя на этот вертеп, я понял. Шантаж – это не преступление, а стиль жизни. Поэтому давайте по правилам Тюдоров. Вы сейчас ставите лайк под этим видео, а я забываю доложить королю Генриху, что вы все это время подглядываете за спальней его жены. Маркиз Пюре уже начал составлять список тех, кто не нажал на палец вверх. Но любое безумие рано или поздно достигает своего апогея. Летом 1541 года Генрих VIII решил, что пора показать северным подданным, кто здесь главный, и заодно выгулять свою молодую жену. Это мероприятие называлось королевским прогрессом. Но давайте будем честны. Это был передвижной королевский цирк на 5000 человек. Представьте себе эту кавалькаду, которая растянулась на мили. Тысячи лошадей, сотни фургонов с серебром, гобеленами и даже королевскими кроватями. И во главе этого безумия наши главные герои. Итак, Генрих VIII. Тяжелый, больной, располневший до невероятных размеров, он уже не может ехать верхом, его везут в специальных носилках. Он страдает от боли в ноге, но светится от гордости, разглядывая свою розу без шипов. Он в абсолютном блаженном неведении. Кэтрин Говард на пике своего триумфа. Она влюблена, она сияет, она верит, что поймала удачу за хвост. Она прима этого цирка, не замечающая, что купол уже горит. Томас Калпепер. Главный акробат этой труппы, официально любимец короля, всегда под рукой, чтобы подать Генриху трость. Неофициально человек, который ждет, когда старик уснет, чтобы подкрасться по скрипучим ступеням в покой королевы. Фрэнсис Дерем, тот самый жених и муж в одном флаконе, он же секретарь, едет в свите, сжимая в руках щита и гусиные перья. Он видит все, он единственный зритель, который знает финал пьесы, и от этого его ревность превращается в ядовитую бешеную пену. Итак, весь этот сумасшедший дом на выезде кочевал из замка в замок. И если в Лондоне у Кэтрин и Калпепера были свои належанные места, то здесь каждый ночлег превращался в квест. Леди Рочфорд работала как передовой отряд разведки. В каждом новом замке, будь то Линкольн или что-нибудь другое, она первой бежала изучать планировку. Где черный ход? Какая лестница меньше скрипит? Где стоит стража? Представьте себе эту нервотрепку. Кэтрин и Калпепер вели себя так, будто они бессмертны. Они встречались в 2-3 часа ночи, пока Генрих, одурманенный снотворными и вином, забывался тяжелым сном в соседней комнате. А в это время в прихожей сидел Дерем. Представьте себе этого мужчину. Каждую ночь, в каждом новом замке он был вынужден наблюдать за одним и тем же позорным спектаклем. Женщина, которой он когда-то обладал, на которую он имел все права, и по совести, и по договору, теперь металась в нервной лихорадке, решая лишь один важнейший вопрос – где, в какой из чужих спален ей сегодня переспать с другим.
И его роль в этом спектакле была самой унизительной. Он должен был не мешать, быть молчаливой тенью, слугой собственного горя. Что он чувствовал? Ярость, безусловно. Любовь? Возможно, ее последние, отравленные ядом ревности остатки. Отчаяние и алчность? Скорее всего, все это смешалось в один темный коктейль, который он был вынужден пить каждый день. Он терпел ради денег, ради должности, ради призрачной надежды, непонятно. Но всему есть предел. Знаете, наступает момент, когда внутри что-то ломается окончательно. Видимо, на этих безумных гастролях у Фрэнсиса просто сорвало резьбу. Он посмотрел на этот театр абсурда и решил, раз все равно лететь в пропасть, то сделаем это с оркестром. Он перестал быть актером. Он стал разрушителем декораций. Он сделал первый отчаянный и самоубийственный шаг из круга посвященных. Он оказался самым опасным сумасшедшим в этой труппе, потому что ему уже было нечего терять. Сперва он просто начал грубить королеве. Говорил с ней не тем тоном, не почтительным, не служебным, а грубым, полным скрытой угрозы и презрения. Он позволял себе слишком много. Придворные шептались, да как этот выскочка-секретарь смеет? А он смел, потому что знал, она не выгонит его, она не посмеет. Он держал в руках не только ключи от ее расписания, но и от ее прошлого. А потом пошло дальше. Перестав скрываться, он начал говорить, громко, пьяно от собственного отчаяния. Он заводил опасные речи в тавернах, на задних дворах. «А что это вы так на меня смотрите? Когда этот старый больной король отдаст Богу душу, я женюсь на вдове королеве. По праву». Это был уже не намек, это был развернутый провал. Дверь в ад распахнулась настежь. В его безумной откровенности была страшная ясность. Игра закончена. Скоро все начнут падать в эту бездну, один за другим. Но Фрэнсису уже было плевать. Он сжигал мосты, по которым Кэтрин пыталась убежать в свое светлое будущее. Это был финал игры в чужих замках, среди скрипучих лестниц и чужих тайн. Ламбетская мафия начала самоликвидироваться. И вот на этой ноте, когда Фрэнсис Дэрэм окончательно потерял человеческий облик, а Кэтрин окончательно потеряла покой, этот сумасшедший обоз начинает свой путь обратно в Лондон. Они возвращаются в Хэмптон-Корт навстречу октябрьскому туману и женщине по имени Мэри Ласселс. И вот, друзья мои, они докатились. И это не просто фигура речи, это диагноз. А в октябре 1541 года эта труппа сумасшедших, окончательно потерявшая тормоза, вкатывается в Лондон. Представьте себе на секунду это очевидное невероятное. Фрэнсис Дэрэм уже ведет себя так, будто он теневой король. А его тайне знает каждая собака у ворот дворца. Потому что он не просто хамит королеве, он метит в ее мужья прямо на глазах у всего двора. Огромное количество людей знает, что у королевы есть любовник. И не какой-нибудь конюх, а Томас Калпеппер, любимчик короля, его золотой мальчик. Два самых близких, самых любимых человека Генриха VIII спят в одной постели, пока он, стареющий лев, храпит в соседних покоях. Об их расписании знают все посвященные, об их письмах шепчутся по углам. Двор напоминает перегретый котел, который вот-вот взорвется от скопившейся мерзости. И вот здесь мы сталкиваемся с главной загадкой этой истории. Как наш опытный тиран, человек, который женат в 5-й раз, который пережил сотни заговоров и казнил десятки друзей, мог быть настолько ослеплен? У него были шпионы в каждой замочной скважине. У него был нюх на измену, как у гончей. И все же Генрих пребывал в блаженном, почти детском неведении. Неужели он настолько оглох и ослеп? Психологи сказали бы, что это была защитная реакция. Он так отчаянно хотел верить в свою розу, что его мозг просто отказывался принимать реальность.
Он заказывал благодарственные мессы за свое счастье, пока его счастье в 2 часа ночи искало свободную лестницу для свидания с другим. Ну, друзья мои, гастроли заканчиваются. Долго ли Дерем мог кричать на каждом углу? Долго ли Калпепер мог играть в акробата под королевским носом? Нет, потому что судьба иногда выбирает самых неожиданных палачей. Одним серым лондонским утром в двери скромного дома постучали. Женщина, которую звали Мэри Ласселс, в замужестве Холл, вытерла руки о передник и открыла дверь. На пороге стоял ее брат, Джон Ласселс. И в этот момент, когда Джон переступил порог, невидимый топор над головами нашей ламбетской группы самоубийц начал свое движение вниз. Это был конец для королевы, для ее наглого секретаря, для ее пылкого любовника и для всех тех идиотов, которые думали, что короли могут прощать правду. На этом, друзья мои, наша сегодняшняя глава окончена. Дверь открыта, слова произнесены. В следующей серии мы увидим, как тихий шепот Мэри Ласселс превращается в грохот падающих голов. До встречи в Тауэре.